Глава 1311. Начало битвы стадии пространственного закаливания. Кровавое облако вздыбилось и мгновенно слилось в кровавый лотос, закручиваясь вокруг его тела. Более 10 полосок меча Ци были поглощены им. Маленький флакон улетел за 30 метров и в мгновение ока исчез в пустоте. Хуан Тиньци при виде этого яростно взревел, выплюнув изо рта серый демонический ветер. В следующее мгновение туда, где находился Ханьли, обрушился град, песок и камни. Хотя демон не мог видеть фигуру Ханьли, у него был богатый боевой опыт. Он понимал, что человек, использующий техники сокрытия, схватил бутылку. Увидев атаку, Ханьли изменился в лице. Спрятавшись, он не мог немедленно вылететь из зоны действия демонического ветра. Если бы ветряная атака обрушилась на него, то она мгновенно бы рассеяла бы его талисман-невидимку. В эту долю секунды лицо Сюйтянь стало угрюмым, и он указал на демонический ветер жестом заклинания. Красный свет меча пронесся над горизонтом и влетел в его руку. Затем он вспыхнул, проникнув сквозь дьявольский ветер, и пронзил Хуан Тиньци. В испуге Хуан Тиньци торопливо попытался защититься. Перед ним вспыхнул серый демонический коготь, разрубив приближающийся алый свет. Серый и красный свет на какое-то время оказались в тупике. При виде этого Ханьли пришел в восторг и полетел прочь, продолжая скрываться. Но затем позади него раздалось холодное фырканье: «Куда это ты собрался?» Он вдруг почувствовал, как что-то вспыхнуло из желтого тумана и белой нефритовой печати, странным образом искривившись над его головой. Внезапно туман разросся на 30 метров и обрушился на Ханьли. Атака была молниеносной. Сюйтянь невольно вскрикнул от того, что уже не успеет помочь. Ханьли уже был свидетелем могущества печати. Когда гигант ударил по ней, она осталась совершенно невредимой. Таким образом, Ханьли бы абсолютно точно не смог пережить этот удар. Выражение его лица несколько раз дрогнуло, и он вздохнул. Когда нефритовая печать приблизилась к нему, вокруг Ханьли вспыхнул серебряный свет и раскрыл его. Ханьли хлопнул себя по голове и вызвал маленький котел, окутанный лазурным светом. Как только он открыл его, оттуда послышался звон, за которыми последовал поток бесчисленных лазурных нитей. Они быстро развернули световую сеть, поймав печать над ним. Печать продолжала давить, падая прямо на сетку. Послышалась серия взрывов. Печать, как и прошлый раз, была невредимой, и лазурная сеть начала медленно разрушаться. Однако небесный котел был божественным духовным сокровищем и смог полностью остановить импульс нефритовой печати еще одной волной лазурных нитей. Ханьли, воспользовавшись этой возможностью, сделал жест заклинания руками, после чего грянул гром, и на его спине появились бело-лазурные крылья. Его тело, казалось, извивалось, и он, превратившись в белую линию, исчез вместе с маленьким котлом. Когда печать освободилась от световой сети, она, естественно, рухнула на пустое место. В этот момент на расстоянии 100 метров вспыхнула лазурная молния, и появился Ханьли. «Как ты можешь контролировать это сокровище? Ты не Шиян». Изнутри кровавого облака послышался разъяренный голос Сюйтяня. Затем он вздрогнул, обнаружив силуэт высотой в несколько дюймов. Высший дух Сюйтянь тревожно взглянул на Ханьли. «Ты не из клана духов. Ты человеческий культиватор». Из желтого тумана вспыхнул свет, раскрывая духовного лорда Хуанляна, который с удивлением посмотрел на Ханьли. Хуан Тиньци воспользовался этой возможностью, чтобы рассеять свет багрового меча, и бросился вперед к Хуанляну, также с недоумением осматривая Ханьли. Столкнувшись с существами стадии пространственного закаливания, Ханьли просто раскрыл рот и выплюнул кровавый туман, сделав жест заклинания. Вскоре его окутал густой кровавый туман. Он хочет бежать. При виде этого Сюйтянь понял, что это высшая техника передвижения, и яростно закричал. Вскоре после Ханьли зашевелился в кровавом облаке, словно готовясь броситься прочь. Хуан Тиньци фыркнул и сказал: «Господин даосист Сюйтянь, не нужно так беспокоиться. Я просто хочу испытать твой кровавый духовный лотос. Брат Хуан, поскольку ты человеческий культиватор, ты сможешь разобраться с ним». Сказав это, он мгновенно принял форму полудемона, и его тело, расплывшись, набросилось на Сюйтянь. Хуан Лян уставился на Ханьли и равнодушно сказал: «Не волнуйся, он ничтожный культиватор стадии божественной трансформации. Даже с духовным сокровищем он не сможет сбежать от меня». Затем он взглянул на небесный котел с Ханьли. Сказав это, он открыл рот и выплюнул маленький зеленый меч. В следующее мгновение меч расплылся и поднялся над кровавым туманом, напоминая змея. С лязгом из кровавого тумана вырвался золотой свет. Хотя он был отражен ударом, ему удалось заблокировать зеленый меч. Золотой свет проявил себя в виде летающего меча длиной в фут. Хуан Лян усмехнулся и указал на свой меч.
Зеленая полоска мгновенно метнулась вперед, переплетаясь с летающим золотым мечом. В этом столкновении золотой свет оказался под еще большим давлением, поскольку зеленая полоса начала вращаться и превратилась в колесо длиной в метр, вращаясь с силой, которая могла бы раздавить все на своем пути. Раздался оглушительный металлический лязг, но, как ни странно, золотой меч оказался почти полностью невредимым от жестоких ударов, лишь слегка потускнев. Вместо этого летающий меч продолжал насильно связываться с лазурным мечом и отвлекать его. Хуан Лян вскрикнул, и его лицо дрогнуло. Хотя он не закаливал зеленый меч с помощью необычных материалов, он завершил первый цикл культивации, оттачивая его в течение нескольких тысяч лет. Его мощь уже была эквивалентна духовному сокровищу, но теперь его оттеснял меч культиватора стадии божественной трансформации. Хотя он был абсолютно шокирован, сохраняя спокойную внешность, он быстро сделал жест заклинания, заставив его меч зазвенеть. Меч размылся, превратившись в 36 идентичных копий. Все они рассеялись в кровавом тумане в плотной атаке, намереваясь проткнуть Хань Ли со всех сторон. Но Хуан Лян не ожидать, что из Хань Ли вырвутся десятки маленьких золотых мечей. Все они вылетели в направлении лазурных мечей, заблокировав атаки, не пропуская ни одну. В этот момент кровавый туман стал все более неустойчивым, пока Хань Ли продолжал петь. Все его 10 пальцев начали циклически повторять заклинание, словно он собирался закончить его. При виде этого духовный лорд Хуан Лян не смог сдержать изумление на лице, но вскоре в его глазах вспыхнул холодный блеск. Вскоре после его желтый туман вспыхнул ярким светом, и он исчез. Хань Ли глубоко вздохнул, и на его лбу внезапно вспыхнули малиновые отметины, после чего появилось черное глазное яблоко. Оно немедленно выпустило тонкий луч угольно-черного света и исчезло. В 30 метрах раздался оглушительный гул. Желтый туман и черный свет сверкнули вместе, раскрыв духовного лорда Хуан Ляна. Он с тревогой вскрикнул: «У тебя есть такое сокровище! Аннигилирующее сокровище!» На лице культиватора стадии пространственного закаливания появилось мрачное выражение, но после некоторого удивления не было ни ярости, ни радости. Он поднял руку и медленно вытянул ее перед собой. Звуки разрывающегося пространства раздались над головой Хань Ли, и ветры вызвали бурю поблизости. Поблизости появилось бесчисленное количество нитей желтого тумана, мгновенно сгустившись в световой шар. В воздухе появился трехметровый кристаллический нефритовый топор. Хуан Лян сделал жест заклинания рукой и взмахнул со словами «Руби». Радужный нефритовый топор задрожал и медленно двинулся вниз, но прежде чем топор приблизился, грянул гром с молнией. Шары лазурной молнии сверкнули с топора, искривив пространство, которое он коснулся. Могущество топора было за пределами этого мира. Пока топор атаковал кровавый туман, Хань Ли изменился в лице. Не задумываясь, он открыл рот и выплюнул маленькую черную гору. Гора дрогнула, выпустив ореолы серого света со своей поверхности. Лазурные мечи, соприкасаясь со странным серым ореолом горы, издавали жуткий вопль и начинали неудержимо дрожать, словно были ошеломлены. Однако огромный нефритовый топор явно нельзя было сравнить с лазурным мечом. Он легко прошел сквозь световые ореолы и с легкостью рассеял их. Сердце Хань Ли напряглось, и маленькая гора взорвалась, внезапно объединив дюжину кулиц света в невероятно плотный ореол. Дрогнув, он исчез, внезапно появившись рядом с нефритовым топором, и быстро обвился вокруг него. Радужный свет на поверхности топора пульсировал в сопротивлении, но затем топор внезапно потерял контроль. Хуан Лян был совершенно ошеломлен этим. Не задумываясь, он закричал и выпустил цепь заклинаний. Внезапно нефритовый топор выпустил раскат грома, и поток лазурных молний яростно обрушился на серый ореол. Но этот момент задержки выиграл Хань Ли достаточно времени. Он внезапно расплылся в малиновой полоске и покинул кровавый туман. С невероятной скоростью он переместился за сотни километров, став черным пятнышком на горизонте. Летающие мечи и его маленькая черная гора также исчезли. Благодаря его культивации стадии божественной трансформации и его чрезвычайно сильному телу, эта спасительная техника уклонения обладала невероятной скоростью. Через несколько мгновений он уже исчез из поля зрения. В этот момент духовный лорд Хуан Лян и другие прекратили сражаться, с шоком уставившись вдаль. Все трое одновременно закричали в тревоге и почти одновременно сделали жесты заклинания, устремляясь вперед в яростном преследовании. Несколько секунд спустя близлежащие небеса были совершенно пусты, и все трое летели со скоростью, почти сравнимой со скоростью кровавого теневого уклонения. Глава 1312. Сила духовного поглощения. Со скоростью кровавого теневого уклонения Хань Ли достиг входа в долину за несколько мгновений.
С его нынешним уровнем культивации он наконец смог сделать то, что не смог на стадии формирования ядра и зарождающейся души. Он мог контролировать свое направление с властной скоростью техники. В мгновение Хань Ли проверил окружающее пространство своим духовным чутьем в радиусе 50 километров. Он обнаружил, что Хуан Лян и другие были недалеко и преследовали его. Его сердце невольно вздрогнуло. Поскольку все они были культиваторами стадии пространственного закаливания, Хань Ли не верил, что легко сможет сбежать от них. Все еще в малиновом свете он щелкнул рукой, и в его руке появились две жемчужины, сверкающие темно-красными талисманными символами. Он быстро бросил их позади себя и начал петь, сделав жест заклинания руками. В этот момент он продолжал размыто парить в воздухе и пронесся мимо входа в долину хаоса. Все трое все еще гнались за ним. Две жемчужины развернулись и загудели, взорвавшись, сотрясая мир. Черно-красный свет превратился в два пылающих солнца шириной 30 метров. Невооруженным взглядом можно было увидеть волны насильственной ци, рассеянные вокруг них, как шторм. Он полностью охватил территорию в несколько километров. Из трех культиваторов, преследующих Хань Ли, Сюйтянь обладал самым глубоким уровнем культивации и даже использовал секретную технику, чтобы увеличить свою скорость. В результате он был охвачен штормом. У двух других было больше времени, чтобы среагировать и быстро сменить направление, облетая опасный шторм. Тем не менее, и человек, и демон не упустили возможность нанести бесплатный удар Сюйтяню. Рукав Хуан Тяньки дрогнул, и он выпустил серый демонический ветер. Хуан Лян махнул рукой на шторм и выпустил желтый луч света. Две атаки вошли в шторм, создавая большой взрыв. Вслед за этим раздался яростный рев Сюйтяня. Поскольку Сюйтянь был ранен, ему пришлось потратить некоторое время на восстановление. Двое с улыбкой переглянулись между собой и направились ко входу в долину. Из-за задержки, вызванной бессмертной побеждающей жемчужиной, Хань Ли уже превратился в пятно на горизонте. Двое не придавали расстоянию особого значения, поскольку оба были уверены, что смогут наверстать упущенное, используя свои секретные техники. Но затем на стенах долины появились две глубоких трещины. Вспыхнул серебряный свет, и два столба серебряного пламени двинулись, чтобы поглотить их. Поскольку пламя распространялось с огромной скоростью в узкой долине, оно появилось перед ними в мгновение ика. Духовный лорд Хуан Лян без единого взмахнул рукой, отбрасывая огонь желтым мечом. Но как только полоска меча коснулась пламени, она была полностью уничтожена. Серебряное пламя не остановилось и бросилось к ним с еще большей силой. Даже культиваторы пространственного закаливания не могли выдержать его жар. Хуан Лян изменился в лице и закричал: «Пламя поглощения душ». Вскоре после этого он сделал жест заклинания и исчез. В следующее мгновение столб пламени охватил область, где он только что был. Хуан Тиньци оказался в похожей ситуации. Он бросил демонический ветер, но серебряное пламя полностью поглотило его. Он несколько раз удивленно размылся в ответ и оставил после себя несколько остаточных изображений под жар пламени. Хуан Тиньци посмотрел на неподвижную фигуру Хуан Ляна с неприглядным выражением лица и объяснил: «Нет, это не пламя поглощения душ. Хотя белое костяное пламя может быть серебряным, но оно также наполнено злой ци. Только предок белой кости может контролировать его, и никто другой». Два серебряных пламени сгустились в центре, и в них появился огненный шар шириной 3 метра. Уменьшившись в несколько раз, он раскрыл изящную серебряную огненную птицу. Огненный дух, оба были поражены увиденным. Однако серебряная огненная птица холодно посмотрела на них, а затем осторожно взмахнула крыльями. По вспышке серебряного света рядом с ней появилось бесчисленное множество огненных шаров размером с кулак. Огненные шары дрогнули со звоном и окутали их плотным потоком атак со всех сторон. Когда Хуан Лян услышал, что это не пламя поглощения душ, он почувствовал волну облегчения, но, увидев огненные шары, холодно фыркнул. Он махнул рукой, выпустив перед собой зеркало в 8 триггером. Со своей стороны Хуан Тиньци щелкнул рукой, создав шар серебряной молнии. Хотя эти двое не знали истинной природы серебряного пламени, они не могли относиться к нему с презрением и должны были использовать против него всю свою силу. Но в этот момент огненные шары, которые собирались поразить их, ярко сверкнулись и, дрогнув, исчезли в воздухе. Жаркая температура поблизости, казалось, полностью исчезла вместе с огненными шарами. Хуан Лян тревожно прищурился, глядя на серебряную огненную птицу. Под его взглядом раздался мощный взрыв. Пылающая птица сгорела сама по себе. Она рассыпалась на множество огненных шаров и исчезла странным образом. С угрюмым выражением духовный лорд Хуан Лян повернулся и посмотрел на Хуан Тиньци. У старейшины клана древесных мышей было мрачное выражение на лице. С сомнением в глазах Хуан Тиньци сказал холодным тоном: «Даже если это пламя не было пламенем поглощения душ, оно все равно было довольно внушительным.
Я никогда раньше не слышал о таком существе. Хуан Лян покачал головой и посмотрел в сторону за пределами долины. Он холодно рассмеялся и сказал: «Я его не узнаю. Возможно, он культиватор из другого региона. В любом случае, я впервые вижу его в районе небесного происхождения. Но то, что одинокий человек использовал такие маленькие уловки, чтобы сбежать от нас, довольно высокомерно. Хотя уже слишком поздно пытаться поместить метку духовного чутья на его тело, с нашим чрезвычайно мощным духовным чутьем мы сможем найти его в гробнице заходящего солнца, если он не сбежал на расстоянии более 5000 километров. На данный момент Хань Ли уже исчез за краем неба. Хуан Тиньци кивнул и согласился. После этого они закрыли глаза и медленно расширили свое невероятно сильное духовное чутье. Через мгновение на их лицах появилось удивление, словно они не верили тому, что чувствовали. Как это может быть? Все следы его духовной силы исчезли. Ни единого следа. Хуан Лян с выражением шока на лице открыл глаза. Я также не смог найти его. Даже если бы он умер, от него остались бы следы ауры на какое-то время, пробормотал Хуан Тиньци, либо его культивация далеко за пределами нашей, либо он использовал своеобразную технику, чтобы скрыть свою ауру от нашего духовного чутья. Духовный лорд Хуан Лян нахмурился. Очевидно, что это вторая причина. Не забывай, когда этот человек уже прятался поблизости, но мы не смогли его найти. Кажется, что этот человек должен быть опытен в грозных техниках сокрытия. Как хлопотно. С этими способностями мы не сможем его найти. Щека Хуан Тиньци дернулась. Нельзя быть в этом уверенным, но, возможно, у нас будет такая возможность. Теперь, когда он скрылся, он не сможет путешествовать далеко со своими техниками передвижения. Он должен быть около 1000 километров от нас. Если мы используем наших подчиненных, вся территория будет под нашим контролем. Кроме того, я уверен, что с твоей техникой 1000 мотыльков иллюзорного огненного мотылька он не сможет прятаться от нас вечно. Холодный блеск сверкнул в глазах духовного лорда Хуан Ляна. Техника 1000 мотыльков измотает его жизненную силу, но я думаю, что другого выбора нет. Стоит использовать эту технику. Однако, что касается этого кристалла заходящего солнца, Хуан Тиньци неохотно кивнул, а затем опустил взгляд на сокровище в руке Хуан Ляна. Уже определившись с этим вопросом, Хуан Лян ответил: «Хе-хе, когда мы приобретем этот предмет из клана духов, я отдам тебе кристалл. Даже если ты не сможешь его найти, я раскалю кристалл пополам». «Хорошо, это будет хорошо». Хуан Тиньци улыбнулся и хотел сказать что-то еще, как вдруг они услышали длинный визг позади них и потрясающее извержение. Удивительная духовная волна распространилась по небу. Они почувствовали, что их сердца задрожали, и быстро обернулись. Неподалеку буря от бессмертных побеждающих бусин уже исчезла. В воздухе кружился 30-метровый кровавый лотос, в центре которого находился человек, уставившийся на них ледяным зловещим взглядом. Это был Сюй Тянь, которого они ударили, когда он был внизу. Хуан Тиньци без намека на страх сказал: «Господин даосист Сюй Тянь, ты все еще хочешь сражаться с нами? Человек, который обманул тебя, сбежал бог знает куда. Остановимся на время, иначе он совсем сбежит». Сюй Тянь огляделся вокруг, не найдя никаких следов Хань Ли. Затем он посмотрел на них двоих и холодно фыркнул: «У меня нет выбора, кроме как отпустить вас сейчас. Но если есть шанс в будущем, я обязательно проверю ваши навыки». После этого лепестки кровавого лотоса под ним слились воедино. Затем он пронзительно метнулся в долину. Вскоре его уже не было видно. Хуан Лян и демон не воспринимали угрозу культиватора клана духов всерьез. Не только потому, что духи не могли долго оставаться в человеческом и демоническом владениях, но, объединившись, они обладали преимуществом против него. После этого они провели краткое обсуждение и разошлись по разным сторонам. Они собирались собрать своих людей и прочесать территорию шириной более 1000 километров. Даже муха или мышь не смогут проскользнуть мимо них. Глава 1313. Небесная трибуляция. В этот момент Хань Ли находился на маленькой горе за 1000 километров, изменив свою внешность. Теперь он был мужчина средних лет с длинными волосами и бородой. В его теле больше не было духовной ци, и он снова стал обычным усовершенствователем тела. Он медитировал с невыразительным выражением на лице. Через некоторое время Хань Ли открыл глаза и слегка улыбнулся. Он пробормотал: «Последняя нить духовного пламени в моем теле погасла. Даже если они не осмотрят меня лично, они не смогут меня узнать». Несмотря на это, Хань Ли не собирался оставаться здесь. Даже изменив внешность и ауру, Хань Ли не хотел рисковать понапрасну. Закончив медитацию, он спрыгнул с горы и ринулся прочь.
Вскоре он оказался перед обрывом, покрытым густыми лозами и кустарниками. Хань Ли обвел его взглядом и кивнул с довольной улыбкой. Затем он глубоко вздохнул и начал колотить по скале, сверкая своими кулаками, переливающимися золотым светом. С громоподобным грохотом в скале появилась пещера глубиной в 10 метров. Его фигура размылась, и он странным образом переместился в нее. Внутри пещеры он ударил в свод над собой, мгновенно накрыв вход в пещеру кучей щебня и запечатав его. В пещере сразу же стало абсолютно темно. Он совсем не возражал против этого и взмахнул ладонью, вынув заранее подготовленный лунный камень. Он схватил камень и ударил им в верхнюю часть пещеры. С огромной силой Хань Ли легкостью смог воткнуть лунный камень в скалу. В слабом кристаллическом свете в каменной пещере стало довольно светло. Хань Ли нашел чистое место, чтобы сесть. Во вспышке его духовного кольца он достал оттуда маленький алый флакон и стал рассматривать его с нескрываемым любопытством в глазах. Помимо непрерывного красного свечения, флакон выглядел довольно обычным. Его поверхность была глянцевой, как у фарфора. Проведя пальцем по флакону, он внутренне пробормотал, вспоминая воспоминания Шияна, связанные с божественной кровью. Через некоторое время он нахмурился и достал нефритовую чашу для подаяния размером с ладонь. Затем он открыл флакон и наклонил его над чашей. Из флакона начал струиться фиолетовый свет, и в чашу для подаяния медленно вытекла темно-фиолетовая жидкость. Хань Ли прищурился, долго изучая ее, а затем коснулся жидкости пальцем. В результате фиолетовая жидкость, казалось, вскочила сама по себе и обернулась вокруг его пальца, словно хотела проникнуть в его тело. Однако Хань Ли поднял бровь, и золотой свет вспыхнул на его плоти, остановив фиолетовую каплю. Затем легким движением он уронил жидкость обратно в миску. Неплохо. Это действительно божественная кровь клана духов. В глазах Хань Ли вспыхнул неподдельный интерес. После этого он убрал фиолетовую жидкость обратно во флакон и осторожно вернул ее в свой браслет для хранения. Теперь он чувствовал себя спокойно и собирался отдохнуть в пещере. Хотя в настоящее время он не обладал магической силой, ему все равно не нужно было есть или пить. Вскоре после этого над пещерой Хань Ли пролетела нить духовного чутья. Когда ее владелец почувствовал, что тело Хань Ли не обладает какой-либо духовной ци, он прошел мимо, абсолютно игнорируя его существование. Несколько дней спустя потоки духовного чутья стали все чаще проноситься в той области, где находился Хань Ли. Со временем их стало до 10 раз в день. Но через полмесяца он в конце концов уменьшился до 2 или 3 раз. 2 месяца спустя духовное чутье, которое было намного сильнее, чем другие, охватило его, но Хань Ли оставался спокойным, скрываясь в пещере. Примерно через полгода поиски духовным чутьем прекратились. Когда Хань Ли почувствовал это изменение, он обрадовался. Подождав еще несколько месяцев, он открыл глаза и разбил груду щебня, блокирующую вход в пещеру. Он медленно вышел и огляделся. Увидев, что вокруг не было ничего необычного, он, усмехнувшись, махнул рукавом и спрыгнул вниз с горы, как падающая звезда. Вскоре он исчез в горных лесах. Год спустя в небольшой город, расположенном относительно близко к городу заходящего солнца, прибыл молодой усовершенствователь тела с незнакомым лицом. Он поспешно купил несколько предметов и ушел так же быстро, как и прибыл. Это было потому, что слухи о пропавшей божественной крови начали медленно распространяться. Когда несколько культиваторов и усовершенствователей тела, участвовавших в той битве между 3 расами, подтвердили этот факт, это стало горячей темой в последующие годы. Люди с удивлением щелкали языками, думая о том, как мелкий культиватор на стадии божественной трансформации смог забрать главный приз у 3 противников стадии пространственного закаливания. Не желая сдаваться, духовный лорд Хуан Лян исследовал этот вопрос в течение многих лет после возвращения из города, полностью сосредоточив свое внимание на поиске личности этого культиватора. В результате он ничего не нашел. Хотя культиватор продемонстрировал несколько мощных способностей, он исчез так, словно его и в помине не было. Спустя еще 2 года духовный лорд Хуан Лян покинул город заходящего солнца и прибыл на дикую территорию, где он ранее договорился встретиться с Хуан Тиньци. К тому времени вопрос о божественной крови перестал интересовать их двоих. Несколько лет спустя, внутри огромной горы, вдали от человеческой цивилизации, в прорубленной в горе черной комнате медитировал человек. Все его тело сверкало золотым светом. Рядом с ним была маленькая алая бутылка. Она лежала на земле и, очевидно, была пуста. Человек сидел неподвижно, скрестив ноги. Если бы не слабые признаки дыхания, его можно было принять за статую. Для смертного 100 лет, скорее всего, означали бы конец их жизни. Но для культиватора с глубокой магической силой это было только мгновение. Через 100 лет на неподвижной горе внезапно появилась эскадрилья кавалерии на волках. Они медленно путешествовали через гору, сопровождая несколько украшенных карет, запряженных духовными зверьми.
В одной из карет было 3 человека: старик с седыми волосами, симпатичный 7-летний мальчик и хрупкая девушка того же возраста. Всё лицо старика было покрыто морщинами, но тело под его шеей выглядело таким же сильным и подтянутым, как у молодого человека, но его руки, казалось, принадлежали сухим ветвям старого дерева. Как ни странно, ногти старика были не только несколько дюймов в длину, но при этом были исключительно острыми и светились таинственным красным светом. Мальчик и девочка, сидевшие напротив него, невольно смотрели на его ногти с удивлением. Старик не стал прикрывать свои ногти и просто молча смотрел на детей. Внезапно из окна донесся топот зверей и раздался мужской голос. Сообщение старейшине Хуа: передовой отряд вернулся. Звери в пределах 500-километрового периметра облачной горы были уничтожены. Лицо старика дрогнуло, и он тут же приоткрыл занавески на окнах. Хорошо, хорошо. Благодаря этому мой бизнес сможет открыть новый торговый путь без особых проблем. Старик увидел перед собой кавалериста средних лет верхом на белоснежном волке. Тот с почтением смотрел на карету. Старик взглянул на кавалериста и сказал серьезным тоном: «Однако ты уверен, что все демонические звери на горе были убиты? Некоторые опытные в техниках сокрытия зверя могут скрывать свою ауру». Кавалерист слегка изменился в лице и поспешно ответил: «Это невозможно. Помимо демонической ци, я попросил нескольких культиваторов прочесать гору своим духовным чутьем. На горе точно нет демонических зверей». А, вот как. Кажется, проблем быть не должно. Хотя культиваторы только на стадии формирования ядра, на горе не должно быть никаких демонических зверей слишком высокого уровня. В таком случае, пожалуйста, продолжайте. Старик кивнул головой и похвалил кавалериста. Но как только он подумал закрыть занавеску, небо внезапно изменилось. Издалека послышался сотрясающий землю грохот, сопровождаемый непрерывным громом и затемнением неба. Свистящий ветер рвал воздух. Огромные изменения в погоде произошли в мгновение ока, и все это произошло прежде, чем старик успел закрыть шторы. Это. Кавалерист средних лет посмотрел вверх и уставился на облака, собирающиеся на вершине огромной горы. Старик нахмурился и трижды постучал по карете. Карета сразу же замедлилась и остановилась. Старик вышел на улицу и посмотрел на вершину горы. Вскоре его лицо сильно изменилось. Старик невольно взглянул на далекую горную вершину с недоумением. Небесная трибуляция. Здесь находится культиватор, подвергшийся небесной трибуляции. Как странно, это не похоже на незначительную или большую трибуляцию. Над вершиной горы небо стало черным, и в нем непрерывно сверкали золотые и серебряные молнии. Их слабые грохоты наполнили воздух вдалеке. Белые бури пронзительно опустились на землю и непрерывно били по вершине горы, пробивая деревья и раскалывая камни. В этот момент весь караван остановился, и кавалерист ошеломленно уставился на странную сцену. Несколько других членов каравана взлетели в воздух и, сделав круг, полетели в сторону старика. Глава 1314. Двухцветная молниеносная трибуляция. Юноша в желтой одежде с красивым лицом, казалось, был лидером группы. Он спустился рядом со стариком и с уважением спросил: «Старейшина Хуа, вы можете увидеть, какого рода небесную трибуляцию переживает старший? Это не похоже на незначительную скорбь. Неужели в горе спрятался старший стадии пространственного закаливания?» В его голосе звучало волнение. Это не было неожиданностью. Культиваторы на стадии пространственного закаливания и выше были редким зрелищем даже в мире духов. Старик покачал головой и сказал: «Это небольшая трибуляция. Я видел одну раньше, и молния была пурпурной и золотой. Его мощь была намного больше, чем это». Юноша в желтой одежде спросил со странным выражением на лице: «Однако незначительная трибуляция не бывает золотой. Она должна быть лазурной. Я видел, как старейшины моей секты проходили ее несколько раз». У старика было торжественное выражение, и он с сомнением сказал: «Это кажется более суровым, чем обычная незначительная трибуляция, но это не может быть метаморфозной трибуляцией демонического зверя. Там только серебряная молния». Когда культиваторы формирования ядра увидели, что старейшина Хуа не был уверен, их лица наполнились разочарованием. Ветры в небе уже стали более частыми и сильными. Буря, казалось, охватила территорию в 50 километрах вокруг горы. Черные облака также начали давить на землю под ними. В результате старейшина Хуа начал бормотать себе под нос и приказал каравану на какое-то время образовать круг и спокойно переждать окончание трибуляции, а затем продолжить движение вперед. Пока звуки грома продолжали звенеть, серебристо-золотая молния внезапно взорвалась с еще большей свирепостью. Она затряслась от облака к облаку и обрушилась на них плотным заградительным огнем.
По мере продолжения серебряная молния ударила по горе, разрывая ее вершину взрывами пыли и камней, с легкостью расколов вершину горы ослепительным серебряным светом. Золотая молния, казалось, вовсе исчезла при соприкосновении с горой. Вскоре после этого из центра пещеры раздался громоподобный грохот. Приглушенный взрыв казался даже громче, чем свирепые раскаты грома в небе. Это стало шоком для старейшины Хуа и других культиваторов стадии формирования ядра. Золотая молния уже была странной в небесной трибуляции и при этом смогла пробить гору, ударяя прямо в цель трибуляции. Такая сцена обычно наблюдалась во время трибуляции с пурпурно-фиолетовыми молниями. Неужели это был тот тип трибуляции, которую старик прежде не видел? Когда эти сомнения хлынули в сердце культиваторов, из центра горы вырвался пронзительный лазурный свет. В размытии он появился из центра горы со слабым силуэтом. Зрители при виде этого поняли, что человек в лазурном свете, несомненно, культиватор с великими способностями, переживающий трибуляцию. Без их ведома, этот человек появился с горы как будто не собирался делать ничего, чтобы заблокировать золотую молнию трибуляции. Он чувствовал, что лучше справиться с ее мощью в более широкой области. В этот момент золотая и серебряная молния, поражающая огромную гору, быстро сменили свои цели на лазурный свет. С протяжным лязгом над головой человека вспыхнуло лазурное сияние. Появился огромный котел, и с него сразу же слетела крышка. Из котла вырвалась плотная масса лазурных нитей и взлетела в воздух, скрыв собой около половины неба. Лазурные нити полностью поглотили серебряную молнию в котел, но золотая молния все еще не пострадала и прошла сквозь нити, ударяя человека внизу. Хорошо, хорошо, хорошо. Человек в лазурном свете выглядел удивленным, но лишь смеялся над неожиданным результатом. Человек сложил руки вместе и поднял их в воздух. С грохотом из его тела вырвалось 2 потока молний. Вскоре они разошлись, создав над ним огромную сеть молний. В мгновение ока обе молнии с треском столкнулись между собой. После этого они рассеялись на множество тонких золотых дуг, сверкая в воздухе в великолепной экспозиции. Старейшина Хуа и другие были ошеломлены этим видом. Многие культиваторы культивировали техники элемента молнии в мире духов, но когда обычная молния касалась молнии трибуляции, она никак не могла ее выдержать. Скорее, молния трибуляции поглощала ее, обращая против ее владельца. Культиватор, подвергающийся трибуляции у них на глазах, не только культивировал технику элемента молнии наравне с молнией трибуляции, но фактически осмелился использовать ее, чтобы заблокировать молнию трибуляции. Он никогда не слышал о ком-то, кто мог сделать нечто подобное, однако серебристой и золотой молниям, падающая с черных облаков, казалось, не было конца и края. Спустя промежуток времени, за который могла догореть ароматическая палочка, молния продолжала бить, увеличивая свою ярость. Изначально молния была толщиной с большой палец, но теперь она была толщиной с руку. В этот момент фигура в лазурном свете слегка изменилась в лице, потому что огромный котел, казалось, поглотил столько молний, сколько мог удержать. Казалось, лазурных нитей стало меньше, и они стали блокировать еще меньше серебряных молний. В результате большое количество серебряной молнии обрушилось на золотую сеть человека, истощив ее до предела. Культиваторы формирования ядра в ужасе переглянулись между собой. Их лидер, юноша в желтой одежде, пробормотал: «Это абсолютно необычная трибуляция». Даже скорбь непревзойденного культиватора божественной трансформации не настолько сильна. Старейшина Хуа, увидев эту силу, внезапно сказал: «Нет, я слышал об этом виде трибуляции прежде, это правда, старейшина Хуа». Юноша в желтой одежде быстро повернулся к старику. «Да, я слышал, как кто-то упоминал об этом однажды. Однако это было так давно, что я уже и не особо помню», — сказал старик с созерцательным выражением на лице. В конце концов, он не был культиватором. В преклонном возрасте его память начала ослабевать. Культиваторы формирования ядра испытывали некоторое беспокойство, но старейшина Хуа был высокоранговым усовершенствователем тела, способным конкурировать с культиватором зарождающей души. Никто не посмел торопить его с воспоминаниями. Культиватор формирования ядра заметил изменения в небе и внезапно закричал: «А нет, кажется, что старший не сможет продержаться». Другие, услышав это, с тревогой посмотрели на культиватора, и старейшина Хуа вырвался из своего созерцания и быстро поднял голову. Они увидели, как молния трибуляции внезапно изменилась. Дуги молнии стали размером с голову, словно с неба падали божественные цветы. Шары молнии были явно более мощными, чем прежние дуги молнии. Под плотной, многочисленной атакой котел издал скорбный гул, а затем вырвал свои нити, сжавшись до размера кулака. В полосе света он улетел обратно в тело человека. Было ясно, что сокровищу нанесен серьезный урон. Человек все еще продолжал пропускать золотые молнии через свои руки, но золотая сеть тоже, очевидно, должна была вскоре рухнуть. В конце концов, сеть рассеивалась на несколько дюймов от каждой новой атаки шаров молнии.
Когда зрители поверили, что культиватор вот-вот падет под натиском трибуляции, силуэт пронзительно фыркнул и хлопнул себя по затылку, выпустив серый туманный свет. Затем он открыл рот и выплюнул угольно-черный камень. Когда серый туман распространился, достигнув шаров молнии, произошло немыслимое событие. Независимо от цвета шаров молнии, серый свет смог заблокировать каждый из них. Они выглядели так, словно были подвешены в воздухе невидимой силой. Казалось, это было единственным, что мог сделать серый свет против шаров молнии. Но поскольку шары с молнией продолжали падать, серый свет продолжал их собирать. Хотя серый туман был всего лишь 100 метров в ширину, в мгновение ока он накопил огромное количество шаров молнии. Он выглядел заполненным до краев, словно больше не мог сдерживать их. В этот момент человек сделал жест заклинания, направив его на камень перед собой. В следующее мгновение камень разросся в 40-метровую гору. Сразу после силуэт сделал загадочное заклинание. Волны света пронеслись по всей поверхности Черной горы, и оттуда начали вылетать серые кольца, проносясь мимо подвешенных шаровых молний. В следующее мгновение произошла невероятная сцена. Когда серые кольца начали проноситься мимо шаров, это, казалось, не оказывало на них никакого эффекта. Однако серый туман, казалось, начал рябить, и вся эта рябь вскоре начала деформироваться. Шары молнии со временем стали нестабильными, поскольку серый туман начал закручиваться с большей интенсивностью, заставляя шары ударяться друг о друга, свирепо взрываясь и рассеиваясь на огромное количество дуг молнии. После этого серые кольца задрожали, и дуги молнии, казалось, стали подчиняться им, равномерно нанося удары по смоляной горе. Затем человек в лазурном свете продолжил использовать серый туман, чтобы рассеивать шары молнии, используя небольшую гору для поглощения разрядов. Со стороны эти действия выглядели легкими и обыденными, но в сердце человек не переставал ругаться. Хотя свет божественной эссенции обладал фантастическими способностями, и он мог использовать гору божественной эссенции, чтобы справиться с молниями трибуляции, она поглощала астрономические количества магической силы. Конечно, человеком в лазурном свете был Ханли, который культивировал в горах более 100 лет. В этот момент он не только культивировал искусство ваджры до полного завершения, но он преобразовал свою рассеянную зарождающуюся душу с помощью духовных лекарств. Он совершенно не ожидал, что небесная трибуляция обрушится на него в тот момент, когда он реформирует свою зарождающуюся душу. Оказавшись неподготовленным, у него не было другого выбора, кроме как справиться с ней с помощью силы. Глава 1315. Золотая дворцовая лодка. Спустя еще около дюжины волн молнии, Ханли практически исчерпал всю свою магическую силу, но трибуляция, похоже, все еще не исчерпала свою молнию. Лицо Ханли побледнело. Хотя он обладал многими способностями, этого было недостаточно, чтобы заблокировать небесную трибуляцию. Что касается огненной птицы, которую он очистил из небесного пламени Шияна, то она была извлечена из его тела зарождающейся души с начала трибуляции. Поскольку несокрушимые чевкающие демоны и зверь плачущей души обладали разумом, они сжались перед скорбью и были не очень полезны в этом отношении. Кипригель 8 духов и 6 божественных талисманов были подходящими сокровищами, но они были уничтожены в путешествии через пространственный узел. Теперь он остался с немногочисленными контрмерами, каждая из которых он подготовил в качестве последней меры по спасению жизни, но нужна в защите все еще оставалась. Но как незначительная трибуляция в мире духов могла быть такой мощной? Если его трибуляция была настолько грозной, то как другие культиваторы стадии божественной трансформации смогли выжить? Он не верил, что каждый из них был даже сильнее, чем он. Вероятно, должен был быть какой-то трюк, чтобы выжить. Размышляя об этом, он сожалел, что не провел больше исследований по незначительным трибуляциям. Конечно, Ханли не мог знать, что-то, что он испытывал, было далеко за пределами того, что из себя представляла незначительная трибуляция. Даже с его несколькими небесными способностями и 2 сокровищами высшего уровня, небесным котлом и эссенцией божественного света, обычный культиватор на стадии божественной трансформации уже погиб бы от первой волны такой трибуляции. Глубоко вздохнув, он окутал свое тело багровым светом, словно что-то собиралось вырваться из него. В этот момент, более чем в километре от места трибуляции Ханли, началось пространственное колебание, сопровождаемое появлением формации белого света. Световая формация была всего около 30 метров в ширину, и в ней витали талисманы ослепительного света. Хотя Ханли был в основном сосредоточен на блокировании трибуляции, странное появление формации все равно привлекло его внимание. Его сердце дрогнуло, и багровая полоска отразилась на его теле. Продолжая использовать эссенцию божественного света, блокируя шары молнии, он холодно повернул голову. Неудивительно, что Ханли был таким осторожным. В критический момент трибуляции неожиданно появился странный предмет, о котором он никогда не слышал.
Однако формация света оказалась довольно знакомой и выглядела похожей на «взглянув на формацию», Хань Ли пронесся мимо нее своих духовным чутьем и начал размышлять. Как только формация полностью материализовалась, она вспыхнула яркой вспышкой, из него внезапно возникла золотая квадратная лодка. Лодка, казалось, была выкована из чистого золота с изысканными деталями и также была плотно покрыта слабыми серебряными рунами. При виде этих талисманных символов Хань Ли слегка изменился в лице. Серебряные рунические письмена, на самом деле это были духовными письменами из мира духов, золотая лодка была длиной около 20 метров, а на ее поверхности были выгравированы талисманные символы серебряных рунических записей. Огромная световая формация выглядела транспортной формацией без основания. Хань Ли почувствовал шок. Но что удивило его еще больше, так это желтый барьер в центре лодки. Он выглядел невероятно толстым, мешая даже его мощному духовному чутью заглянуть внутрь. Вскоре после появления золотой лодки формация света под ней рассыпалась на несколько дюймов. Тем временем желтый барьер в центре золотой лодки исчез, показав двух культиваторов в золотых боевых доспехах. Один из них выглядел довольно пожилым, на вид ему было за 60, и у него была козлиная бородка. Другому, казалось, было лет 30, и у него был бледный цвет лица, без волос. Серебряные рунические письмена также были выгравированы на доспехах культиваторов и периодически парили вокруг них. Было ясно, что два набора доспехов обладают большой ценностью. Как только Хань Ли пронесся мимо них своим духовным чутьем, свет божественной эссенции дрогнул, словно был на грани разрушения. Это были культиваторы на стадии пространственного закаливания. Один из них даже находился на средней стадии пространственного закаливания. Откуда здесь появились такие странные персонажи, когда он подвергался трибуляции? Неужели они пришли за ним? Хань Ли с мрачным выражением перевел взгляд на них. Караван вдалеке, естественно, увидел внезапное появление золотой лодки и двух культиваторов в золотой броне. Какое-то время культиваторы формирования ядра были ошеломлены. Но когда старейшина Хуа увидел их, на его лице отразился шок, и он закричал: «Золотая дворцовая лодка! Стражи высшего неба! Стражи высшего неба! Неужели старший как-то связан с городом высшего неба?» Культиватор в желтом, услышав это, побледнел, не веря своим ушам. Старейшина Хуа уставился на лодку и пробормотал: «Я понял. Этот человек действительно подвергается незначительной трибуляции, но он должен быть редкий культиватор, который вознесся из более низкого мира. Он также не очистил свою сущность с помощью таблетки земного очищения, в результате чего двухцветная молния трибуляции чуть не унесла его жизнь. Эти стражи высшего неба должно были почувствовали его трибуляцию и послали ему помощь. Но еще более странно то, что они оказались в этом районе с самого начала. Культиваторы формирования ядра были потрясены услышанным. Вскоре слова старика были подтверждены. Когда два культиватора стадии пространственного закаливания появились в лодке, они перевели взгляд на шары молнии трибуляции Хань Ли. На лицах их двоих сразу же появилось удивление, увидев, что он смог продержаться до сих пор. Тем не менее, один из них немедленно поднял руку и выпустил из руки фиолетовый талисман. Покинув его руку, он издал громовой хлопок и превратился в 30-метрового светового человека, окутанного пурпурной молнией. Его руки были скрещены на груди, а верхняя часть тела была голой, излучая свирепую ауру. Однако его лицо было размытым, и можно было разглядеть только длинные усы. Другой культиватор в доспехах выпустил из руки лазурный и золотой талисманы. Высвободившись, талисманы с грохотом превратились в лазурный шип 3-метрового размера и золотой молот. Два предмета были завернуты в лазурные искры и золотую молнию соответственно, создавая удивительное давление. Другой культиватор начал торжественно накладывать заклинания на огромную световую фигуру. Внезапно световой великан дотянулся до лазурного шипа и золотого молота, двух орудий, сформированных из талисманов, и немедленно призвал их в свои руки. Культиватор, что выпустил оружие, начал петь вместе со своим спутником. Великан поднял голову и издал рев дракона. Затем он поднял руку и указал лазурным шипом в направлении Хань Ли, в то же время начав размахивать молотом. Грянул оглушительный взрыв, за которым последовала невероятная молния, и все тело гиганта было окутано фиолетовой молнией. Золотой молоток и лазурный шип выпустили ослепительный свет, превращаясь в поток фиолетовых, лазурных и золотых молний. Сначала он был тонким, но в мгновение ока он стал толще и длиннее, быстро расширяясь от 10 метров в длину до более 300. На пике своего расширения молния приняла форму настоящего трехцветного дракона. Его сияющий вид осветил близлежащие небеса. Произошедшее ошеломило зрителей. Гигантская вспышка молнии исчезла в одно мгновение и вновь появилась над Хань Ли. Ударила молния. Сердце Хань Ли в этот момент ушло в пятки, а его дыхание стало поверхностным. Но сразу после этого он облегченно вздохнул.
Огромная дуга молнии изменила направление и ударила о черное небо. Вскоре после этого раздался треск, и в небе стали извиваться разноцветные молнии. Шары молнии трибуляции постепенно стали исчезать. При виде этого Хань Ли был очень удивлен тем фактом, что эти двое внезапно помогли ему преодолеть его трибуляцию, но он не собирался отказываться от одолжения. И, не задумываясь, его фигура спустилась на землю. Облако трибуляции было чрезвычайно опасно, поэтому он воспользовался этой возможностью, чтобы увеличить расстояние между ними. Создав большее расстояние между ним и облаком трибуляции, снова появился огромный трехцветный молниеносный дракон, но вскоре все его тело растворилось. Бесчисленные трехцветные молнии перепрыгнули через облака, и воздушный поток потряс воздух. В мгновение невероятно густые облака трибуляции стали редкими, и лучи солнечного света начали просвечивать в небе через несколько мгновений. Эта незначительная трибуляция на самом деле была сломлена. Но Хань Ли явно не собирался терять бдительность и поднял эссенцию божественного света и гору божественного света, а затем повернулся лицом к золотому кораблю. Золотая лодка вдалеке стал приближаться, и вскоре два культиватора в золотых доспехах стали отчетливо видны. Хань Ли нахмурился, ощутив, что неприятности снова постучались в его дверь. Он стоял на месте и тихо ждал. Золотая лодка выглядела непринужденной, но была обманчиво быстрой. Она добралась до Хань Ли в течение нескольких моментов, а двое культиваторов пристально смотрели на Хань Ли. Бледный 30-летний культиватор внезапно сказал нейтральным тоном: «Ты культиватор, вознесшийся из более низкого мира». Совершенно странно, что культиватор на ранней стадии божественной трансформации смог проделать такие вещи. В любом случае, тебе повезло, что ты прибыл сюда. Следуй за нами. Что вы имеете в виду, старший? Куда мы пойдем? Когда Хань Ли услышал, что они упомянули, что он пришел из низшего мира, его сердце дрогнуло, но он сумел сохранить спокойствие. Губа бледного культиватора дернулась, и он спокойно ответил: «Что я имею в виду? Когда ты вознесся, возникли проблемы. Поскольку ты появился не в башне духовных полетов или не в городе высшего неба, во время твоей трибуляции появился пространственный шторм, и кто-то мог ворваться через пространственный разрыв». Башня духовных полетов. Сначала Хань Ли был растерян, услышав это, но вскоре на его лице появился след удивления. Затем старший из двух культиваторов улыбнулся и объяснил: «Верно, более 1000 человек взошли в мир духов из Нижнего мира. В каждом мире есть специальная башня духовных полетов. Обычно вознесшиеся культиваторы немедленно появляются в городе высшего неба. Однако редко бывают такие, как ты, кто сталкиваются с неудачами во время своего вознесения и появляются в других областях. Поскольку эти люди не принимали таблеток земного очищения, во время их первой трибуляции их настигает двухцветная молния, и они погибали. К счастью, мы наткнулись на тебя, когда находились поблизости, и спасли тебе жизнь.